нас в редакции «Русских норм» есть виш-лист. В нем, наверное, с десяток героев, имена которых вы прекрасно знаете. 3 года мы дипломатично, ненавязчиво, но настойчиво напоминали одному из наших героев о себе. Ну, что я могу сказать? Последовательность творит чудеса. Сегодня у нас один из самых успешных мировых инвесторов и один из самых упоминаемых на канале героев. Миллер. Юра Миллер. с Миллером. Миллер. Юрий Мильнер. Смотрите, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Мы постараемся и дальше вас удивлять. Первая идея была: давайте сделаем все. Почему вдруг вы решаете создавать фонд и инвестировать конкретно в компанию Facebook? Это очень простой вопрос. Это постоянная ежедневная паранойя и рефлексия на тему, правильно ли мы делаем что-то. Для вас вопрос славы здесь имеет значение? В истории Силиконовой долины такие вещи происходят примерно раз в 20 лет. Я даже не знаю, как это число называется. Есть название? Космос как предчувствие. Идея, конечно, не новая, но масштаб ее осуществления, вероятно, беспрецедентный. То есть нет худа без добра? Это один из тех экзистенциальных вопросов, на которые наша цивилизация должна в конечном итоге получить ответ, тот или иной. Я хочу начать с вашего прошлого, как это ни странно. Вы по образованию физик, и, в принципе, теоретическая физика довольно далека от денег и от инвестиций. И в вашей, скажем так, начальной карьере ничто не предвещало, что вы станете, заниматься презренным металлом. Почему так получилось? Я бы сказал, что здесь и удача, и неудача. Неудача состояла в том, что из меня все-таки не получился большой ученый. Хотя у меня в спальне, конечно, висели портреты Эйнштейна, Ландау и Хокинга. Но даже близко к этому уровню мне подойти не удалось. А в юности висели? В юности, да. То есть, когда у других там Фредди Меркьюри или что-то такое? Да. А удача состояла в том, что те основополагающие принципы научного подхода, они на самом деле очень подходят и для инвестиций тоже. Например, попытка найти объяснение, исходя из первых принципов. Или разобраться в бизнесе, исходя из первых принципов. Или, допустим, количественный подход к анализу инвестиций. Здесь, мне кажется, научный подход очень адекватен. Что такое первые принципы? Первые принципы — это попытаться на самом базовом уровне понять, в чем идея бизнеса. В математике это еще называется аксиоматический подход. Если в практическом смысле, то как этот переход из физика в предпринимателя или инвестора произошел? То есть вы просто закончили в какой-то момент? Да, это закончилось в 1989 году, когда я, не защитив кандидатскую диссертацию, закончил аспирантуру, и дальше возник вопрос, что делать после этого. И счастливым обстоятельством было то, что 1989 год — это год расцвета бизнеса в Советском Союзе. Можно и так сказать. И идеи о том, чтобы заниматься бизнесом, они витали в воздухе. Но дальше опять возобладал академический подход, и мой папа меня убедил в том, что, чтобы заниматься бизнесом, надо учиться сначала. И отсюда возникла идея бизнес-школы. Я, на самом деле, слушала на английском вашу речь перед студентами, уже выпускниками
вот, выпускающимися из Wharton Business School. Long before I saw America, I smelt it. The scent drifted through the door of our Moscow apartment, followed moments later by my father. He came into the living room and opened his suitcase. Hundreds of bars of soap in pristine wrapping spilled out. The kind of soap that you could never buy in Soviet Union, but was freely provided in the hotels across America. And my father had systematically stockpiled it from his rooms in New York, in Boston, and Philadelphia. I was 8 years old then, but standing here today, I can still smell that soap. I cannot identify the scent, only that it was the scent of a new world. Suddenly there in our small apartment was America. This was 1969, and America has just touched the moon. Along with that scent came a sensation, an expansion of horizon that would one day bring me here to Wharton School, and the future full of opportunity. Немногие, может быть, помнят или даже знают, что из Советского Союза, а в 90-м году это еще был Советский Союз, поступить учиться в институт или в бизнес-школу за границей было нереально, в принципе невозможно. То есть не было такого механизма выезда за границу на учебу. И как раз вот в 90-м году произошел такой небольшой прорыв плотины. Всего несколько человек поехали учиться, и я был как раз одним из них. Но одно дело — это, так сказать, теоретическая возможность, а другое дело — поступить в одну из лучших школ в Америке. Наверное, в области финансов самую лучшую. А как вы ее выбрали? Она была выбрана в значительной мере случайным образом. Там работал один из знакомых нашей семьи, который эмигрировал из Советского Союза в 70-е годы. И он как раз представил меня приемной комиссии этой школы. Я, наверное, предстал перед ними в качестве такого Ломоносова, поскольку они никогда не видели кого бы то ни было из Советского Союза, который даже подал бы заявление. Вот. Поэтому мое появление вызвало некоторый интерес. Ну, а дальше на все их вопросы я коротко отвечал «нет». Сдавал ли я экзамены, есть ли у меня деньги на обучение, есть ли мне чем похвастаться в моей биографии. Вот, но, тем не менее, это было такое очень своевременное появление, поскольку я был первый из Советского Союза, которому удалось как минимум предстать перед их очами. Они как-то серьезно отнеслись к этой теме. И, кроме того, я подготовил такую козырную карту, которую я в нужный момент выложил на стол приемной комиссии, которая состояла из одного человека. А именно я сказал, что в Гарварде в этом году будут учиться три ученика из Советского Союза, и им нужно иметь как минимум одного в силу того, что Гарвард является самым большим конкурентом Уортона. Все это я узнал из газет, которые я прочитал уже когда я приехал в Америку, собственно, на это интервью. Советский Союз был такой очень модной темой тогда в Америке. Через 2 месяца после возвращения обратно в Москву я получил письмо от
председателей этой приемной комиссии, что они меня зачисляют, что они берут на себя все расходы, связанные с моим обучением. И, кроме того, они нашли корпоративного спонсора, который в размере $1000 в месяц оплачивал мои расходы на проживание. То есть вы вытащили просто счастливый билет? Ну, в значительной мере, да. Какое-то время я возвращал долги этой школе уже в тот момент, давая интервью местной прессе и рассказывая о том, в общем, какая большая честь для меня учиться в этой школе. На Московскую кольцевую автодорогу. Движение на дорогах столицы сейчас местами затрудненное. Я очень извиняюсь, ребят, но это просто невозможно. Там ужасные пробки, я застряла, я прошу прощения. Как же хочется в место, где нет постоянной спешки, пробок, где можно просто спокойно заниматься делами в тишине. У вас не бывает такого, что хочется иногда взять и уехать? Туда, где нет такого огромного количества людей, как в Москве, где можно подышать свежим воздухом, увидеть деревья без асфальта, хотя бы на время забыть про пандемию, заняться спортом, восстановиться и просто нормально поспать. Мне кажется, это необходимо всем жителям мегаполисов. И такое место, кстати говоря, есть. Это новый российский город Доброград. Утопичный, но уже совершенно реальный проект Владимира Седова, основателя Ascona Life Group. Утопичный, потому что на собственные инвестиции бизнесмен просто взял и начал строить целый город во Владимирской области с инфраструктурой, жильем, учетом экологических трендов и многим другим. В Доброграде есть ресторан, спортивный комплекс, детские площадки, скверы, парки, собственный аэропорт малой авиации, медицинский центр и школа. А в декабре прошлого года начала работать особая экономическая зона Доброград-1, предоставляющая налоговые льготы своим резидентам. В Доброград можно просто приехать и отдохнуть на несколько дней или месяцев, учитывая, что многие сейчас работают удаленно. Или вообще купить квартиру, таунхаус или земельный участок и переехать насовсем. Тем более, что сейчас действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых. Доброград – это 2 часа на скоростном поезде или 250 километров на машине от Москвы. Звучит, конечно, как мечта, но на самом деле это город настоящего. Такой, в котором хочется жить. По промокоду «Русский норм» Доброград дарит скидку в 50 тысяч рублей на покупку любого объекта недвижимости. Подробности по ссылке в описании. Почему вы решили вернуться в Россию после этого? 90-е годы – это был уникальный период в развитии России. Во многом, но и, безусловно, открывались бизнес-перспективы совершенно уникальные, новые. Хотя, когда я вернулся в 95-м году, основные компании уже были приватизированы. Так что мне пришлось все-таки начинать с нуля и делать то, что называется стартап. И, как показал опыт, все-таки возможности, которые были тогда, они были уникальными, и, наверное, этот период уже не повторится. Вы говорите стартап. Стартапом вы называете фонд свой первый. Стартапом я называю Mail.ru и все связанное с этим. Начал с изучения отчетов крупных инвестиционных банков международных, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. И я, наверное, прочитал несколько сот этих отчетов по самым разным темам. И среди этих нескольких сот нашелся один, который был про интернет. Этот отчет написал такой известный аналитик из банка Morgan Stanley, его звали Мэри Микер. И это был 99-й год. И этот отчет рассказывал про европейский интернет, и американский тоже. И для меня это было, безусловно, таким откровением. 99-й год
был очень оптимистичный год для интернета. Ну, было конечно, до кризиса всё росло, да. 2000 года. Поэтому это было такое счастливое время, чтобы читать этот отчет. Тогда Amazon, eBay, Yahoo стоили десятки миллиардов долларов. И мне казалось, что в России есть возможность построить что-то аналогичное. Логично предположить, что если что-то есть в мире, да, глобальном, то оно рано или поздно, аналог или оно само придет в Россию. Впоследствии мы назвали эту стратегию географический арбитраж, когда что-то очевидно происходит, допустим, в Китае, но еще не происходит в Америке. И мы довольно активно использовали эту стратегию уже в ДСТ, когда мы стали не строить, а инвестировать. Все хорошо, только непонятно, где деньги брать. Ну, деньги – это был очень тяжелый вопрос. В 1999 году нам удалось привлечь несколько миллионов долларов, из которых почти 1 миллион – это были мои личные деньги, заработанные за предыдущие 5 лет. Но вот начиная с 2000 года это было реально проблематичным. И просто для сравнения, я думаю, что современным предпринимателям это очень дико слышать, но в 2000 году, когда нам нужно было поднимать очередной раунд, цена акций нашей компании упала на 97%. Причем на частном рынке. Это же полное разорение. Да, то есть если у нас предыдущий раунд был капитализацией 200 миллионов, то... Это Mail.ru, которая еще не групп. То следующий раунд был по капитализации 6. Я думаю, нынешним предпринимателям такое трудно себе представить, потому что в тех редких случаях, когда происходит то, что называется down round, а именно привлечение денег по цене меньше, чем предыдущий раунд, они воспринимают это как некий трагический исход. Хотя я могу напомнить, что та наша первая инвестиция в Facebook – это был down round для Facebook. Капитализация Mail.ru, она падала на 97%. И немногие компании выжили после такого падения. Расскажите про создание Mail.ru. По какому принципу вы приобретали... У вас же наверняка был, судя по вашему подходу, какой-то академический принцип. Например, все, что что-то. Или там, я не знаю, через один. Да, первая идея была, давайте сделаем все. Все, что интернет. Да, все это, в общем, было представлено 3 бизнес-моделями. Это электронная коммерция типа Amazon, это портал типа Yahoo, и это аукцион типа eBay. И, в общем, идея была, давайте попробуем сделать все. 2 из 3 этих идей были изначально совместным предприятием между нами и Яндексом. А идея портала, она возникла после объединения с Mail.ru в 2000 году. В итоге с Яндексом не получилось? Нет, у нас все получилось. То есть аукцион «Молоток», если кто помнит, это было наше совместное произведение вместе с Аркадием Волошем. И также первая социальная сеть, которая называлась «Народ». Такая страшненькая. Мне кажется, она была достаточно изящная. По аналогу с таким проектом GeoCities. Но все это закончилось тем, что мы обменяли с ним доли, и в итоге мы
забрали себе весь аукцион, а он забрал себе на тот момент социальную сеть. В нашей стратегии не было поиска просто потому, что было 3 крупных поиска на тот момент. Это был Яндекс, Рэмблер и еще был один поисковик. И у них у всех были достаточно большие доли. И мы решили, что здесь конкурировать будет сложно. И сфокусировались на такой более социальной направленности с примесью электронной коммерции. В течение жизни предприниматели и топ-менеджеры встречают десятки тысяч человек. Примерно 1000 из них окажется в записной книжке. Сотни станут друзьями в соцсетях, и только меньше 10 по-настоящему близкими. Шансы встретить равных себе по опыту и статусу невелики. За этим предприниматели и топы идут в бизнес-клубы. Клуб «Атланты» дает доступ к лучшему живому предпринимательскому опыту для трансформации себя и бизнеса. Клуб основан Михаилом Ворониным и Рубеном Варданяном. Сейчас в «Атлантах» уже более 300 резидентов со всей России, со средним оборотом в 1 миллиард рублей. В год для резидентов проходит более 100 мероприятий с сильнейшими экспертами, многие из которых были в выпусках «Русских норм». Большинство мероприятий здесь, в собственном доме «Атлантов», в 500 метрах от Кремля. В этом закрытом клубе уникальная атмосфера открытости и доверия. Здесь можно общаться без пафоса и на «ты». «Атланты» — это найти своих и получить поддержку от людей, которые сталкивались с похожими вызовами. Здесь ваши вопросы будут воспринимать как свои собственные и находить решения вместе. Запишитесь на презентацию клуба по ссылке в описании. Но можно же было купить долю, проинвестировать. Мы пытались приобрести долю в Яндексе, но у нас это не получилось. Почему? Они предпочли инвестиции от Леонида Богуславского и фонда «Беринг-Восток». А почему не получилось? Аркадий Волош, в общем, разумно предположил, что «Беринг-Восток» и «Рунет» являются чисто финансовым инвестором, а мы уже на тот момент были стратегическими, поскольку у нас какие-то активы были. И ему было, наверное, не очень комфортно брать деньги именно от стратегического инвестора. В смысле, что вы будете как-то управлять, пытаться? Ну, не то, что пытаться управлять, но мы были в значительной мере конкуренты, и брать деньги от конкурента, в общем, не всегда является логичным. Потом же еще постфактум тоже были, спустя годы, были разговоры об объединении Mail.ru и Яндекса. И опять не вышло. Ну, это была большая мечта, наверное, в большей мере моя. И идея состояла в том, чтобы консолидировать наши активы внутри России и дальше вместе идти на завоевание как минимум европейского рынка. То есть это экспансия? Да. Мне кажется, что это в некотором смысле упущенная возможность. Где-то в середине 2000-х годов, мне кажется, это могло бы получиться. И тогда объединенная компания была бы уже компанией другого уровня. Я думаю, она стоила бы существенно больше $100 миллиардов. И была бы серьезным глобальным игроком. Я, правда, не уверен, что в результате Аркадий бы пошел на эту сделку, и вообще мы бы пошли на эту сделку, даже если бы договорились по долям. А что, это человеческий фактор какой-то? И в основном это, в общем-то, разные, я бы сказал, культуры, бизнес-культуры. Я говорю про бизнес-культуры, наверное, у Аркадия и у Юрия. Вот. Оглядываясь обратно, я считаю, что, в общем-то,
нам до некоторой степени повезло, что мы не стали это объединение делать, потому что риски такого объединения были очень большие. Потому что как бы это развивалось, очень трудно сказать. То есть вы думаете, она могла бы всерьез потягаться с Гуглом? Думаю, что да. Но мы в значительной мере были сфокусированы на защите собственного рынка и строительстве национального интернета. Мне кажется, что это является серьезным достижением, даже без глобальной экспансии. То, что удалось построить национальный интернет в одной отдельно взятой стране, это уникальное явление в мире. Из больших достижений такого рода, наверное, можно отметить только Китай. Поэтому быть, так сказать, в тройке в мире, мне кажется, это серьезное достижение. Но вы считаете, что вот российская такая программистская школа, она вполне способна, она, собственно, это и доказывает часто, создавая ресурсы для строительства глобальных компаний в той же Кремниевой долине. Да, то есть это сила могла потягаться вполне за мировую какую-то поляну. Я думаю, да. Я думаю, что был шанс за это побороться и выйти за рамки чисто русскоязычного интернета. Я думаю, что единственная успешная попытка – это Telegram. Но я думаю, что мы могли с нашим российским интеллектуальным потенциалом претендовать на большее. Даже с Павлом Дуровым, я помню, у нас были разговоры о том, чтобы построить социальную сеть за пределами России, еще на уровне ВКонтакте. А чего не хватало? Денег? Я не думаю, что это был главный фактор. Я думаю, что не хватило, наверное, может быть, амбиций. Целеполагание. Может быть, целеполагание. Но такие идеи точно обсуждались. Я, в общем, неоднократно пытался говорить о консолидации и борьбе за мировое господство, но за исключением Телеграма, я думаю, какие-то возможности были упущены. Вот интересно, в 2000-е годы. Интересно, что вы упоминаете об этом мировом господстве. У вас изначально была идея строить какую-то глобальную штуку? Или вы приобрели? После того, как, в общем, не удалось сделать это на уровне операционного бизнеса, то в 2009 году появилась идея сделать то же самое, но построив инвестиционный бизнес. Все это было продолжение той же идеи, но другими способами. Вот такой феномен, как популярность социальных сетей в России, чем он объяснялся? То есть, сразу возникло и Одноклассники, и ВКонтакте, более-менее примерно в одно время. Да, и в некотором смысле это продолжает быть уникальным феноменом, поскольку две крупные национальные социальные сети – это такая невиданная вещь в мировом масштабе. И они больше Фейсбука, хотя он никак не ограничен. Они больше Фейсбука. Безусловно, в значительной степени именно изучение российского опыта позволило нам захотеть даже инвестировать в глобальные проекты, такие как Facebook.
Вы имеете в виду, что вы поняли, что социальные сети – это такая фишка будущего, что ли? Да, я думаю, что если бы не было в России ВКонтакте, то вряд ли бы мы проинвестировали в Facebook. А вы как-то очень быстро, рано пришли к основателям ВКонтакте, когда они сами, там, у меня был разговор со Львом Левиевым, где он рассказывал, что вот сразу как-то получилось, там, пришел Миллер и предложил большую оценку, больше гораздо, чем там все остальные. Почему? Ну, это опять в некотором смысле аналитический подход и географический арбитраж. Просто Facebook уже существовал на тот момент, и мы искали наиболее близкий аналог Facebook в России. И ВКонтакте был именно таким очень близким и успешным аналогом, в значительной мере даже на тот момент технологически более продвинутым, чем Facebook, как выяснилось. И как выяснилось команда потом. братьев Дуровых, безусловно, это была выдающаяся команда уже тогда. А мне кажется, что для них стало некой неожиданностью, что они в какой-то момент оказались частью, своим куском оказались частью Mail.ru Group. То есть они себя видели скорее как отдельно стоящее предприятие. Это произошло уже в значительной мере после моего ухода. Когда я был вовлечен в принятие этих решений, это все-таки была концепция портфельной инвестиции. Без глобального объединения и слияния. Мне казалось, что это была явная альтернатива, по крайней мере, на том этапе. Дальше история распорядилась иначе. Но, с другой стороны, это привело к тому, что Павел Дуров начал новый проект под названием «Телеграм». То есть нет худа без добра. Да. Вы уже так заранее как бы высоко оценили Телеграм как проект, как способный там и глобально конкурировать. И я, так сказать, слышу, что вы очень высоко цените команду Дуровых в смысле разработки. Как вы вообще оцениваете его сегодняшние шансы? Ведь Telegram проходит через реально такие сложные моменты. Во-первых, эта история с ICO, по сути, и с Граммом не получилась. И Telegram пока не зарабатывает. И, так сказать, да, есть планы, там они объявлены, что Telegram будет в некоторых сервисах зарабатывать. Но как бы компании, чтобы продолжать эту гонку с конкурентами, нужно много денег. Вот насколько сегодняшний Telegram способен эту гонку поддерживать? Я думаю, что способен, поскольку там трудится выдающаяся команда разработчиков. У них есть своя ниша на мировом рынке социальных сетей. Они мало на каких рынках являются первыми, но на многих являются вторыми, третьими. Что касается проекта с криптовалютой, то это произошло не по их вине. Это был чисто такой регуляторный аспект их деятельности, который привел к тому, что им не удалось это запустить. С точки зрения технологий, я думаю, что они были готовы, но денежное обращение – это такая вещь, которая существенно регулируется в мире, собственно, в любой стране. И я думаю, что такой риск существовал изначально. И не всякая инициатива заканчивается успешным бизнесом. У любой компании
Тот же Amazon проводит, я думаю, сотни разных экспериментов, и только единицы из них приводят в конечном итоге к успешному бизнесу. А вы же участвовали в этом ICO? Да. Ну, и вы потеряли, получается. Я бы не стал говорить о потерях, но я думаю, что это скорее потерянная возможность. В меньшей степени для инвесторов, в большей степени для Павла Дурова и его команды. Если бы открылась возможность инвестировать в Telegram, ну, как-то напрямую, более прямо, традиционным методом, вы бы стали? Мы бы, безусловно, пытались бы в этом участвовать. А вы думаете, представится такая возможность? Все зависит от отцов-основателей Телеграма. Ну, вы, наверное, ВКонтакте, я думаю, ВКонтакте с основателем. Если посмотреть на социальные сети, то я думаю, что нам удалось проинвестировать во все крупные инициативы такого рода за последние 10 лет. Это был Facebook, Twitter, Snapchat. Поэтому Telegram — это, безусловно, интересная возможность. Если чуть менее формально поговорить о том их противостоянии с WhatsApp, про то, что, в общем, Павел там публично атакует и политику privacy Apple, и privacy WhatsApp. Вы согласны с тем, что у Телеграма действительно такое преимущество по секьюрности пользователя и защищенность данных по сравнению с остальными? WhatsApp нам, кстати, тоже удалось проинвестировать. Это была, мне кажется, довольно интересная история. Мы пытались договориться с Яном Кумом, тоже выдающимся деятелем на поприще интернета. На протяжении многих лет мы пытались проинвестировать в эту компанию, но всякий раз нам не удавалось это сделать просто потому, что они не привлекали сколь-либо крупного финансирования вообще ни от кого. Но в какой-то момент, я помню, мы были опять же у нас дома в Силиконовой долине. Он сказал, что когда я, наверное, в 10-й раз спросил, есть ли такая возможность, он сказал, что вот теперь я думаю, что да. И что изменилось? Мы с ним, что называется, ударили по рукам, но ничего не было подписано. Это была чисто устная договоренность. И дальше через буквально 2-3 дня после этого он мне позвонил и сказал, что Марк Цукерберг сделал ему предложение о покупке всего бизнеса. Меня сразу стали обуревать разные эмоции, в том числе разнонаправленные эмоции. С одной стороны, было, конечно, обидно, что нам не удалось проинвестировать, поскольку мы договорились о сотнях миллионов долларов инвестиций. Но, с другой стороны, я поставил себя на место Яна и попытался понять, собственно, что я должен ему посоветовать в этой ситуации, поскольку он именно искал моего совета, и он рассчитывал на то, что наши доверительные отношения позволят мне объективно дать ему рекомендацию. И на протяжении следующих нескольких дней я пытался быть полезным и посоветовал ему довести эту сделку до конца. Прежде всего потому, что мне казалось, что он сам в этом заинтересован. И были другие аргументы, как мне казалось, логичные, чтобы конкретно в этой ситуации все-таки эту сделку сделать. Вы меня можете спросить, а как же так? Как же все-таки удалось проинвестировать?
Да, это я жду просто, чтобы вы закончили. Сама сделка состоялась примерно, буквально через 2 недели после того собственно, первого это звонка. вот эта знаменитая гигантская сделка Да. на 18. Да, на 18. А для основателей WhatsApp даже близко к 20 миллиардов долларов капитализации. И после того, как сделка была объявлена, мне позвонили и Ян Кум, и Марк Цукерберг и сказали, что они решили, что мы все-таки можем проинвестировать в компанию уже после того, как ее купили. Причем по той цене, которая изначально обсуждалась у меня дома с Яном, которая была почти в 3 раза меньше, чем та цена, по которой вся компания была куплена. Благородно поступил Марк. Ну и Ян. Для меня это был такой эмоциональный момент, поскольку я не думаю, что есть много сделок в истории мирового бизнеса, когда инвестиция происходит после покупки компании по цене меньше, чем сама покупка. Ну и для меня это было еще одно подтверждение такого нашего общефилософского в ДСТ принципа, что нужно всегда ставить себя на место фаундера, основателя компании, и прежде всего исходить из их интересов, и уже потом ставить наши интересы как инвесторов там, на 2-е, 3-е место. А вы этому принципу как бы научились с опытом, или вы его сразу приняли? Но мы сразу его приняли просто в силу того, что первые 10 лет моей бизнес-биографии – это все-таки строительство компании Mail.ru. И только следующие 10 лет – это такая уже инвестиционная тема. Поэтому мне всегда легко поставить себя на место фаундера. Это все еще свежо в моей памяти. Знаете, вот из фаундеров вы, наверное, наиболее часто упоминаемый человек вообще на нашем канале другими фаундерами, особенно технологическими. И есть фаундеры, которые вас упоминают с благодарностью и восхищением, а есть, в основном не у нас, но в медиа, вас характеризуют как человека жесткого, который отстаивает свои интересы, отстаивал, по крайней мере, достаточно твердо. На самом деле, как это? Так или так? Как вы сами себя оцениваете? Ситуация, когда ко мне подходят, в том числе малознакомые люди, и говорят мне спасибо, она периодически происходит. Одно из объяснений этому состоит в том, что в 2011 году у нас была такая очень необычная сделка с самым успешным в мире инкубатором под названием Y Combinator, когда мы предлагали $100 000 всем компаниям, которые были зачислены, соответственно, на учебу в этот инкубатор. И за пару лет мы таким образом проинвестировали в несколько сот компаний. Незаметно для себя. Просто потому, что мы предлагали эти деньги всем, причем на очень льготных условиях. Это было то, что называется convertible note. То есть это инвестиция, которая конвертируется по капитализации следующего раунда на очень либеральных условиях. Собственно, все наши инвестиции, они то, что называется founder-friendly. То есть они в такой наибольшей степени стоят на интересах именно основателей компаний. Потому что кроме
самой денежной составляющей обычно есть некоторое количество условий, ну, такие как членство в совете директоров или какие-то преференции того или иного рода. Вот мы изначально отказались от любых преференций и даже от членства в совете директоров, потому что эта позиция, она ставит вас, ну, в некотором смысле над фаундером. Ну, например, согласно уставу многих американских компаний, совет директоров может уволить фаундера и поставить другого руководителя. Поэтому мы себя ставим в ситуацию заведомо не жесткую по отношению к фаундерам, как инвесторы. И более того, одной из таких значимых черт структуры наших сделок является то, что мы даем даже доверенность на голосование нашими акциями фаундерам. Тогда нужно быть очень уверенным в фаундере. Вы лично анализируете фаундера? Ну, я лично и партнеры, безусловно, все-таки Деста — это партнерство, у нас 5 партнеров. Но я как основатель, соответственно, ну, в некотором смысле задал это направление, связанное с тем, что надо в значительной мере фокусироваться на фаундерах компании, проводить с ними время, пытаться разобраться, что ими движет. И меня часто спрашивают, ну вот по результатам последних 10 лет, что является самой повторяемой чертой наиболее успешных предпринимателей. Только хотела спросить. И с моей точки зрения это такое врожденное любопытство. Это, как мне кажется, является абсолютно таким принципиальным качеством, которое позволяет людям строить не просто бизнес, а такой бизнес, изменяющий мир, скажем так. Широкий кругозор, по-другому, если... Это две разные. Ну, любопытство, широкий кругозор — достаточно близкие вещи. Это означает, что, по моим наблюдениям, наиболее успешные предприниматели интересуются не только непосредственно бизнесом, которым они занимаются, хотя занимаются они этим бизнесом, как правило, 12-14 часов в день, но, несмотря на это, они проявляют интерес к значительно более широкому кругу тем. Ну, например, многим из них интересна история. Очень многие из них интересуются наукой. Казалось бы, это то, что не обязательно для строительства конкретной компании, но, по моим наблюдениям, есть очень устойчивая корреляция между успешностью и широтой кругозора. Если вернуться на секунду к Павлу Дурову и моему вопросу про соревновательность Телеграма и WhatsApp, все-таки кто победит в этом? У кого больше шансов? И насколько резонные вот эти аргументы Павла, что, ну, вы знаете, вот как в фильме «Social Dilemma», да, что если для вас что-то бесплатно, значит, ваши данные в этот момент кому-то продаются. Я думаю, что, во-первых, в этой истории может быть несколько победителей. Во-вторых, что касается продажи данных, то, мне кажется, есть такой аспект, о котором люди мало задумываются и еще меньше говорят, а именно, если у какой-то компании, которой вы доверяете, есть ваши данные, то эти данные могут быть использованы с огромной пользой для вас, как пользователя. Просто
наиболее выдающимся, мне кажется, бизнес-достижением интернета как такового в целом стало то, что реклама в интернете является таргетированной. Таргетированная реклама, она идеальна для пользователя. У вас же есть профайл на Фейсбуке с синей галочкой. Не то чтобы вы им активно пользовались, что не удивляет меня. Но вот вы лично свои данные до какой степени доверяете Фейсбуку? В той мере, в которой меня интересует электронная коммерция, в очень значительной. То есть мне было бы здорово, если бы Facebook знал о моих преференциях и интересах. То же самое могу сказать про Яндекс или Mail или Google. Я думаю, что какая-то часть личных данных, именно с моей точки зрения, применительно конкретно ко мне кажется, носит частный характер, но есть огромное количество информации, которую я готов обменять, не отдать, а обменять на то, что я буду видеть только таргетированную рекламу. Ну, то есть Это же все-таки обмен, это социальный контракт. Вы не контрол-фрик своих данных? Думаю, что нет. Но где-то, наверное, есть же границы? Ну, то есть там данные Есть. о здоровье, перемещениях? Безусловно, но если я готов открыть 50% своих личных преференций, то я считаю, что это уже серьезно. Но опять же в режиме бартера. То есть это не одностороннее действие, а это социальный контракт, в который вступают те люди, которым этот контракт комфортен. Я думаю, что более молодые поколения, они в значительной мере более комфортны обменивать свои личные данные на целевой подход с точки зрения рекламы. Но если я, например, готов обменять 50% личной информации, то они, может быть, 70 или 90. Вернемся на секунду в Россию, чтобы закончить вашу российскую экспансию. Вот если уже сейчас смотреть на то, что происходило в середине 2000-х на российском рынке, какой, во-первых, проект, с вашей точки зрения, такой, скажем так, наиболее прославивший, что ли, российский IT-сектор? Ну, то есть какой из них получился в наибольшей степени? Я думаю, что наиболее успешный проект – это российский национальный интернет. Все-таки. Не отдельная компания. Да, потому что это совершенно не гарантированный был исход. Мы вполне могли оказаться в ситуации, когда российский интернет полностью доминируется глобальными игроками. И борьба была такая тяжелая и непростая. Все-таки возможности по привлечению финансовых ресурсов у нас были несравнимы с глобальными игроками в 2000-х годах. Ну и кроме Америки, Китая и России, фактически никакой стране мира не удалось этого добиться. Ну, такие феноменальные успехи, действительно феноменальные, как Mail, Яндекс, Озон. Возможно повторение или нет? Я думаю, что да, потому что каждое поколение строит свои бизнесы. Это удивительный, в некотором смысле, феномен, потому что и это абсолютно контринтуитивно, потому что все фигуры расставлены против них. На стороне стартапа это энергетика молодого поколения. То есть это люди, которым по 20 лет, и которые хотят изменить мир, и которые не соглашаются продавать свою компанию ни за какие деньги. У любого стартапа бывает всегда искушение, а не продать ли нам компанию за очень большие деньги, вот той самой большой крупной компании, которая находится в оборонительной позиции.
Ну и значительный процент людей принимает решение продать, но вот тот небольшой процент, который, несмотря ни на какие препятствия и соблазны, все-таки двигается вперед независимо и строит свой небольшой мир, вот удивительным образом, что это происходит вновь и вновь. По статистике, компании стоимостью больше $100 миллиардов учреждаются и начинаются где-то в мире, если взять, наверное, 1 раз в год или в 2. И это происходило и 25 лет назад, и 10 лет назад, и 5 лет назад. Чтобы построить бизнес капитализацией 100 миллиардов, требуется, примерно 20 лет. В очень редких случаях 10-15. Но если взять в среднем 20, то понятное дело, что отец-основатель уже не тот, и какое-то количество энергии, которое ушло на строительство этой компании, оно невозобновляемо в той же мере. Поэтому в какой-то момент наступает усталость, может быть, потеря интереса. И рано или поздно отцы-основатели отходят от дел. И это дает шанс молодым и агрессивным, и перспективным построить что-то, что составит серьезную конкуренцию. Очень интересно, то есть, по-вашему, выходит это такой биологический проект. биологический. Абсолютно. Это основной фактор. Вы инвестируете примерно равными долями в Китай и в США. Компании в Китае и в США. Сейчас, это выглядит, по крайней мере, как тренд на такое противостояние двух интернетов. Ну и вообще можно сказать, что в мире сейчас две сверхдержавы, экономические во всяком случае, это США и Китай. Как вы думаете, могут ли возникнуть два суверенных интернета, или две суверенных интернет-системы? И как будет развиваться между этими двумя сверхдержавами? Если посмотреть на последние 10 лет, то примерно 60% всей капитализации интернет-компаний пришлось на американские компании, примерно 30% на китайские компании и 10% на весь остальной мир. В частности, 4% на Европу, если в данном случае включать Россию в Европу даже. То есть 90% всей капитализации, если сложить все эти компании, которые у всех на слуху, это Америка и Китай. При этом цифра примерно $8 триллионов. Вот капитализация, которая возникла только за последние 10 лет. Сам этот факт, он приводит к существенному дисбалансу в целом в мире. Потому что есть малое количество индустрий, есть, но мало, где есть такая концентрация в рамках двух стран. Это как-то на нефтянку каких-то прошлого века похоже. Но в мире растет понимание, что технология – это такой стратегический товар. И такая концентрация – это такой интересный феномен, который встал во весь рост именно за последние 10 лет. На то есть понятные причины, почему это произошло. Но я думаю, что, наверное, неизбежно произойдет некоторое перераспределение. Я думаю, что Европа не сможет успешно существовать с 4% по сравнению с 60 американскими, при том, что валовый продукт Европы примерно соответствует американскому, а население больше. Я думаю, что в долгосрочной перспективе это должно как-то сбалансироваться.
Интернет возник как глобальная, не очень регулируемая среда. Вообще, в некотором смысле, это, безусловно, чудо, что так произошло. Но существенное преимущество с точки зрения потребителя – это, конечно, что это общая среда. И поскольку это удобнее всего конечным пользователям, то я надеюсь, что так оно и будет продолжаться в конечном итоге. Если какой-то 15-летний школьник в Африке может построить глобальную компанию, это выдающееся достижение, с одной стороны. С другой стороны, что если этому 15-летнему школьнику по сути не нужны никакие начальные инвестиции, это тоже выдающееся достижение за последние 10 лет. Я думаю, что имеет смысл для всех нас это сохранить и приумножить. А интернету есть еще куда расти? Я имею в виду создаваться новым компаниям и так далее. Ну, как бы сейчас кажется, что все уже придумано. И да, и нет. С одной стороны, все низковисящие плоды уже собраны. Low-hanging fruit. Вами. Нет, конечно, не мной, а этими основателями этих компаний. Но, может быть, я внес свой вклад в развитие именно национального интернета. С одной стороны. То есть, если посмотреть на день среднего человека, то в нем есть только 24 часа, минус 8 на сон. Минус там, наверное, еще на работу какое-то время надо все-таки. Но если посмотреть на все оставшееся время, то в Америке интернет занимает уже 6,5 часов. А 10 лет назад это было 2,5 часа. То есть вот этот драматический фазовый переход произошел за последние 10 лет. Причем эти 6,5 часов, они складываются из видео, социальной сети, Google, коммерция и прочее. В этом смысле возникает вопрос, а что, собственно, еще можно такое... В конечном итоге, я не беру электронную коммерцию, но если речь идет о рекламной модели зарабатывания денег, то здесь все строго пропорционально времени, и количеству пользователей. Время, которое они проводят, количество пользователей. Остается контент и образование. Поэтому, казалось бы, руководствуясь этой логикой, что если есть компании, которые уже занимают часы из этого времени, то туда вписаться довольно сложно, если рекламная модель. Но, кроме того, уже больше половины рекламы в интернете, поэтому рассчитывать на серьезное перетекание осталось еще половина. Что касается электронной коммерции, то там всего лишь 10% всей потребительской коммерции в интернете. То есть там есть куда расти в значительной мере. Поэтому, мне кажется, есть серьезные перспективы как минимум электронной коммерции. Кроме того, есть факторы, связанные с поколениями. Например, Snapchat был создан следующим поколением, за поколением Цукерберга. И это те люди, которым нужен был именно Snapchat, и для которых Facebook — это тот проект, в котором их родители проводят время, поэтому им как-то там не круто проводить все свое время. Так что даже если какая-то компания сейчас доминирует, мы не можем абстрагироваться от биологических и поколенческих факторов. И кроме того, есть еще такая не вполне освоенная тема под названием искусственный интеллект, который может в очередной раз слегка перемешать карты в этой колоде. Так что я думаю, что потенциал есть большой, и
наш внутренний анализ в DST Global показывает, что общая капитализация компании через 20 лет достигнет $50 триллионов в сравнении с 8 сейчас. То есть еще куда расти. И, соответственно, есть возможность как для инвесторов, так и для новых идей. Вот соцсети, вы говорили, что это средство самовыражения каждого, это их mission statement. Даже не одной соцсети, Facebook, а это вообще принципиальное новое явление. Все могут выражаться. Но сейчас мы видим, что соцсети на свой вкус модерируют и достаточно жестоко модерируют, оказывая влияние на общественные, социальные, политические процессы. С тем же Трампом там блокировки, но и не только с ним. На самом деле понятие hate speech, когда ограничивать, когда не ограничивать, оно, так сказать, не очень четко определено. Не думаете ли вы, что соцсети будут каким-то образом регулироваться вроде естественных монополий? Может быть. Я, кстати, не берусь судить те компании, которые вводят ограничения, потому что эти компании уже много лет просят от государств, чтобы они их регулировали. Они говорят, вы дайте нам правила игры по поводу модерирования. Вот какой контент мы блокируем, а какой нет. Вот давайте это сделаем на законодательном уровне. И тогда это существенно облегчит нашу жизнь, говорят компании. А государства им пока говорят, нет, мы пока сейчас не Первая будем... поправка. Пока не будем... Свобода слова. Пока не будем вам помогать. Вот вы там сами у себя, вы там сами решайте. И при этом в лице отдельных политиков они просто требуют, чтобы там кого-то закрыли. Там кому-то кто-то все время не нравится. Такая позиция незавидная, я бы сказал. То есть эти социальные сети создают какие-то независимые советы сейчас. Это все какие-то костыли модерированию. немножко, честно говоря. А что им остается делать? Они пытаются каким-то образом сделать такой коллективный орган, который будет принимать эти решения. Если государства отказываются это делать, и в то же время общественность требует, они как-то чувствуют, что надо построить более-менее объективные критерии какие-то выработать. То есть я думаю, что самый оптимальный сценарий это был бы четкое регулирование, понимание, какой контент можно закрывать, какой нет. А еще стран почти 200. И у каждой свое мнение по этому поводу. Каждое свое мнение, да. Но это сложная вещь. Но мне кажется, что есть огромная польза все-таки от того, что 99,9% в периоде процентов людей все-таки могут высказываться. Любая модерация, я думаю, это очень небольшой процент. И это выдающееся достижение нашей цивилизации, что удалось построить такие технологии, которые позволяют любому человеку высказываться по любому вопросу. До этого был канал без обратной связи, телевизор. Радио, телевизор. Сейчас уже канал многосторонний. Интересно, что будет следующим. Сразу в мозг. Следующий этап, мне кажется, это искусственный интеллект. Я думаю, что большой процент любого контента будет генерироваться машинами. Вы в какой-то момент радикально изменили взгляд. То есть вы стали смотреть вне России исключительно. С чего это началось? Это началось с осознания, что мир велик. Россия составляет, я думаю, примерно 1,5% глобального ВВП. И
остаются другие 98,5%. И, безусловно, те компании, которые претендуют на глобальное доминирование, у них есть больше шанс стать большими. Мне кажется, это в некотором смысле естественное развитие, пытаться переходить всяческие границы и смотреть за горизонт. В той речи перед выпускниками Уортона я несколько раз употребил это слово «смотреть за горизонт». Собственно, так это была главная мысль. Да, главная мысль. А что было триггером? Ну, был же какой-то, наверное, один эпизод или... Я думаю, что немаловажный вклад внесли мои родители, которые с молодых ногтей учили меня английскому языку. Начиная с 1 класса, они меня определили в английскую школу, во-первых. Но, во-вторых, плюс к этому у меня на протяжении всех этих лет были еще преподаватели дополнительно. То есть такой был серьезный упор на английский. Надо не забывать, что это 60-е, 70-е годы. Тогда, в общем, принципе, непонятно, зачем тогда это был было английский. не очевидно. Да, совсем. И, в общем, я на английском языке читал довольно рано. Мне кажется, что такой вот интерес и любопытство на тему, что происходит в мире, оно возникло достаточно давно. Вторая вещь, которая произошла, это все-таки наука. Наука, по сути, это такой глобальный продукт. То есть даже во времена Холодной войны был интенсивный научный обмен. И, по крайней мере, в теоретической физике, которой я занимался, там уж точно никаких границ не было. И законы физики, они для всех едины. Даже не только на нашей планете. Вообще для всей Вселенной. Поэтому как-то вот довольно рано у меня не было ощущения того, что есть какие-то границы. Ну, плюс, наверное, то, что я стал одним из первых советских людей, которые поехали учиться на Запад. Вот это все, мне кажется, вместе привело к тому, что я как-то был все-таки бизнес-сориентирован с середины 2000-х годов, наверное, на какую-то глобальную экспансию. Ну, смотрите, вы успешный SEO, успешной компании, интернет-компании, у которой прекрасные перспективы. Почему вдруг вы решаете создавать фонд и инвестировать конкретно в компанию Facebook? Ну, то есть это же, так сказать, не каждому, знаете, в голову приходит. Утром выпил чаю, и тогда я думал, в Facebook проинвестирую. Да, но тем более, что самая первая инвестиция была сделана, собственно, компанией Mail.ru. Это был очень неочевидный ход. Не было никакого фонда. Была просто, в значительной мере компания. И был совет директоров этой компании, где присутствовали очень умные, в некотором смысле выдающиеся люди. Ну, например, был представитель компании Naspers, которая была серьезным глобальным игроком. Там компания Tencent, такой инвестор Tiger Global, очень выдающийся. То есть была такая компания очень умных и проницательных людей. И когда я пришел к ним с этой идеей, то они всячески меня пытались от этого отговорить, потому что вся логика развития имейла, она говорила о том, что не надо этого делать. У нас уже планировался выход на биржу в следующем году.
инвестиция, в общем, такая неочевидная, была тем, что называется distraction, отклонение от столбовой дороги. Так выглядит. Вот. Нас тогда поддержал Алишер Буханович Усманов, который уже был инвестором Mail.ru на тот момент. А почему именно он? И вот он обладал даром провидения, и он нас сильно поддержал в тот момент. Но так или иначе, это в любом случае было очень неочевидно и страшно. И вообще, каким образом так может быть, что, сидя в Москве, можно конкурировать или даже мечтать о том, чтобы конкурировать с самыми крупными и лучшими инвесторами Силиконовой долины. Они же, в принципе, лучше знают, куда инвестировать. Вот Facebook у них под боком там находится. Ну, кроме того, еще был такой серьезный аргумент, что если эта инвестиция не получится, то, так сказать, на биографии можно ставить крест. Поскольку это были фактически все средства, которые были у Mail.ru на тот момент. То есть взять $200 миллионов, рискнуть деньгами компании. Вот, что вы в этот момент думали? Бывают в жизни такие моменты, когда надо принимать неочевидные решения. Более того, если все время принимать только очевидные решения, то как бы непропорциональных результатов получиться не может, даже по определению, потому что очевидные решения – это те, с которыми согласны уже большое количество людей. Соответственно, эти люди уже воспользовались этим знанием, и, условно говоря, прибыльность этих решений не может быть большой даже по определению, поскольку решение очевидное. С другой стороны, есть огромное количество неочевидных решений, которые не приводят ни к каким адекватным результатам. Поэтому всегда задаешь себе вопрос, а вот это неочевидное решение, оно то, которое То, которое то, или то, которое это? Но неочевидное решение, мне кажется, возможность принять неочевидное решение предоставляется хотя бы один раз, я думаю, каждому. В той или иной степени. Часть людей проходит мимо этих решений, потому что это реально страшно. Какая-то другая часть не проходит мимо. Это было решение, которое привело к созданию ДСТ и к многим десяткам других инвестиций, значительная часть которых тоже оказались успешными. Но это было первое очень сложное, непростое решение и в значительной мере нелогичное. Но совет в итоге согласился с вами? Нет. Нет? Не одобрил? Нет. А как вам вообще удалось другую сторону убедить? Собственно, Цукерберга. Его удалось убедить с помощью научного подхода. А именно, уже на тот момент у нас мы в течение, наверное, года или двух изучали все социальные сети, до которых у нас только могли дойти руки. Причем не только в России. В Европе был, наверное, с десяток социальных сетей, про которые сейчас уже никто не помнит. На основе этой информации мы, опять же, составили некую экселевскую табличку, в которой было очень много всего интересного, в том числе и для Марка Цукерберга. В этой табличке отсутствовали российские социальные сети, потому что мы не хотели давать ему какую-либо информацию,
которая позволила бы ему конкурировать с нашими родными проектами, такими как ВКонтакте, Одноклассники и так далее, Mail. Но там было все равно много всего интересного, а Facebook в тот момент как раз выходил на такую глобальную арену и активно рос за пределами Америки. И, как выяснилось, ему такого рода экспертиза оказалась важной, интересной. Мне кажется, это сыграло такую основную роль. Но я думаю, что еще другим фактором, может быть, не основополагающим, но тоже реальным было то, что, наверное, он увидел во мне не просто классического инвестора или в нас, а в некотором смысле своего коллегу, который тоже создал некий бизнес. И в какой-то мере мы с ним говорили на одном языке. Но вы же были незнакомы. Для начала вам надо было как-то к нему попасть. Ну, это, в общем, тоже было некоторым отдельным проектом, как предстать пред его очами и получить возможность убедить его в чем бы то ни было. Здесь нам помогло знакомство с компанией Goldman Sachs, которая была нашим инвестором в Mail.ru, а также готовила Mail.ru к выходу на биржу. Вообще инвестиционные банки, они являются таким нетворкинг-инструментом. Они часто знакомят людей друг с другом. И... Так что моя просьба познакомить с кем-нибудь из Фейсбука не казалась им какой-то странной. Ну и довольно часто у инвестиционных банкиров у них связи не с самими фаундерами, а с финансовыми директорами компаний. И вот они познакомили меня с финансовым директором Фейсбука, который уже, в свою очередь, познакомил меня с Марком Цукербергом. Хотя, конечно, изначально у него было интуитивное отторжение, но в связи с тем, что было довольно трудно понять, почему кто-то из России хочет инвестировать в Facebook. А правда, что вам пришлось просто к нему приехать в приемную, чтобы поговорить? Да, первое время я пытался как-то по имейлу и по телефону договориться о встрече, и после того, как я получил многочисленные отказы, я решил просто физически явиться и попробовать в некотором смысле давить на жалость и объясняя ему, что я проделал много тысяч километров путешествия, и все-таки мне удалось убедить его в том, чтобы он мне дал 15 минут времени и возможность убедить его в том, чтобы он меня представил Марку. Убедили? Ну вот да, удалось в таком классическом месте для Силиконовой долины кофейне Starbucks удалось его убедить, что мы можем быть полезны. У вас было 15 минут? Да, было 15 минут. По классике? А потом он организовал встречу с Марком, которая должна была длиться полчаса, но продолжилась 1,5. Сыграла Excel-табличка свою роль? Я думаю, что да. Ну и потом все-таки к встречам такого рода я очень долго готовился. Ну, вообще это, честно говоря, такая вот сейчас смотришь на это, я тоже, покрутившись немножко в долине, представляю себе, приезжают какие-то русские люди. У тебя рядом офисы всех венчурных компаний. От Sequoia там до и так далее. Далее по списку. И среди них выигрывает неизвестный русский даже не фонд. Это, настолько против всех правил. Я против не могу, сложившейся реальности. Я не могу отрицать элемент везения и уникально сложившихся обстоятельств. На тот момент
можно было понять, что ситуация довольно необычная на финансовых рынках. Все-таки это был 2009 год. Как выяснилось потом уже, именно тот факт, что мы дали Марку Цукербергу доверенность на голосование нашими акциями, сыграла очень значительную роль в том, что он решил работать именно с нами. Денег нет. Lehman Brothers не так давно объявил о банкротстве. Такой глобальный финансовый кризис. Это создавало некую уникальность той ситуации. Фейсбуку, в принципе, деньги не были нужны на тот момент. Но поскольку кризис был достаточно непредсказуемым, они решили на всякий случай привлечь какое-то количество денег. Кроме того, была достаточно уникальная ситуация внутри самого Фейсбука, которая привела к тому, что для Марка Цукерберга очень важен был контроль над компанией. А у него на тот момент его не было. Я имею в виду голосующего контроля. Те акции, которые мы в тот момент купили и в дальнейшем увеличили свой пакет, они позволили ему в значительной мере получить контрольный пакет. Ну и было много других обстоятельств, которые были неочевидны на тот момент, но которые сошлись в одной точке и привели к тому, что компания Facebook приняла такое нетривиальное решение. Но это, кстати, редкость сложившихся обстоятельств. Она объясняет тот факт, что, так сказать, в истории Силиконовой долины такие вещи происходят примерно раз в 20 лет, когда кто-то снаружи приходит и как бы начинает конкурировать. Вы вошли по оценке 10 миллиардов, а вышли по оценке 100. Ну, мы не вполне разглашаем все эти подробности, но, про 10 было. Например, про 10 было, но это не полная картина, потому что одновременно с инвестициями по 10 была договоренность проинвестировать по 6,5, но эти деньги пошли на выкуп акций у коллектива. Это так называемый DST type of deal. Ну да, такой tender offer. Ну а публичное размещение было уже примерно из оценки 100 миллиардов. Да. А вы как раз, когда публичной становится компания, вы покидаете число акционеров. Ну, в течение какого-то времени. Да, то есть мы не считаем себя специалистами по публичным рынкам, а у нас голова совершенно другими вещами занята. Так сказать, примерно 50% времени мы тратим на поиск новых интересных идей, и вторые 50% на помощь тем компаниям, которые уже в портфеле. Я видела ваше видео. First of all, congratulations to both of you. You've got some more money, Mark, and Yuri, you've got a piece of Facebook. How much do you own? It's a $10 billion valuation. 1.96%. 1.96%. Plus, there'll be more when you buy common stock in a couple of months. Yes. Yeah. Depends. We'll see how much. Okay. Why did you invest in Facebook? It's a great business. Очень забавно, когда вы и Цукерберг объявляете об этой сделке. Цукерберг еще очень молодой, гораздо моложе, чем сейчас. Такой он забавный. Интересно ведь, что разовый успех, вот этот однократный успех, даже феноменальный успех, не означает, что вы стали, грубо говоря, в долине своим парнем в тот момент. Ну, скорее вы стали человеком, на которого все обратили внимание. Ну да, это в значительной мере позволило нам общаться с фаундерами других компаний,
которые увидели, что мы пришли с серьезными намерениями. И это позволило сделать другие инвестиции, которые сработали уже через много лет после этого. Причем не только в Америке. Все-таки у нас, я думаю, 40% инвестиций в Китае, 40% в Америке, 20% в Индии, в Европе и в Латинской Америке. Но вы в тот момент уже решили, что невозможно на двух стульях усидеть? Да, конечно. Это уже было ясно в 2009 году. И понятно было, что использовать деньги операционной компании уже малопродуктивно. Уже стало понятно, что нужно привлекать деньги в более традиционные инструменты, типа инвестиционный фонд. И уже я сказал инвесторам, что после IPO я буду отходить от дел. Сначала как председатель совета директоров, потом уже вообще покинув совет директоров полностью в 2012 году. Но просто очень тяжело заниматься большим количеством разных вещей. Тем более, что ДСТ сам по себе представлял такой стартап, который надо было строить, развивать, привлекать людей. У вас не было иллюзии, что можно из России заниматься инвестициями в долину? Часть людей, кстати, так делают. Это, наверное, можно делать сейчас, но не 10 лет назад. Нужно было просто садиться и общаться с фаундерами компаний. Нужно было общаться с инвесторами лично. Нужно было просто физически присутствовать в разных частях мира. Я думаю, что в среднем 200 дней в году я отсутствовал в том, что называется домом, что привело к тому, что вообще понятие дома куда-то исчезло. То есть это было такое постоянное перемещение между Китаем, Европой, Америкой, Латинской Америкой по много раз в год. А вторая сделка, то есть с первой сделкой понятно, а вторая удачная сделка какая? Что про первую все знают, а про вторую никто. Я бы так сказал, что из примерно 60 инвестиций, которые ДСТ сделал за последние 10 лет, мы потеряли деньги на 2, может быть. Но основные потери связаны с тем, что мы могли бы проинвестировать в какую-то компанию. Вот мы прямо очень близко стояли, но вот что-то не сложилось. Я думаю, самые большие ошибки были именно с этим связаны. Неинвестирование. Неинвестирование, какие да. самые большие ошибки неинвестирования? Uber? Uber, я думаю, что одна из самых больших. Другая это менее известная компания, которая называется PDD. Это такой вот самый сейчас крупный конкурент компании Alibaba в Китае стоимостью примерно $200 миллиардов. Мы могли и были очень близки к тому, чтобы проинвестировать в эту компанию по оценке $1 миллиард. У нас с ней был фактически подписан то, что называется term sheet, предварительный договор, но потом в силу, так сказать, нашей недальновидности мы решили отойти от этой ситуации и ничего в нее не проинвестировали. Вы решили не инвестировать? Да. Лично вы решили? Мы коллективно с партнерами. Вы же финальное решение принимаете? Я бы сказал, что у нас все-таки коллективный орган, на самом деле, коллективный орган. Если в начале, 10 лет назад, это были в значительной мере единоличные решения, то
сейчас у нас 5 партнеров, и мы все это подробно обсуждаем. Так что вот такого рода ошибки, неинвестирования, они являются объектом моих постоянных рефлексий и попыток понять, как же так могло произойти. Вы знаете, может, я вам сейчас глупый вопрос задам, наверняка, но не задать его невозможно. Вы знаете, многие люди, занимаются инвестированием. Там напротив меня сидело ряд, там, человек 10. Но как-то не все они инвестируют в компании, которые, мягко говоря, которые потом начинают стоить десятки миллиардов. Вот у меня есть табличка перед глазами, я потом ее, наверное, сниму покрупнее, что из 5 самых дорогих компаний в мире у вас есть инвестиции в 2, а в остальные просто были публичными на тот момент, когда вы появились. То есть вы по своим же собственным законам, которые вы для себя приняли, да, вы в публичные компании не инвестируете. И там масса еще других примеров существует, что там в компании стоимостью там, в самых там, дорогих следующих 20 компаниях у вас там 45%. Вы сразу выбираете, что ли, цели очень крупные, а другие не выбирают крупные. То есть что таких примеров больше нет. То есть только мировые. Sequoia, Andreessen Horowitz и так далее. А вот какие-то самонародившиеся инвесторы, что ли, неинституциональные, не инвестируют в такие крупные кейсы? Я думаю, что сейчас мы уже стали институциональными спустя 10 лет. Очень быстро. Спустя 10 лет после того, как мы начали. И довольно часто мы на каких-то сделках конкурируем с Sequoia и в меньшей степени с Андрисеном и Хоровицем, потому что они все-таки на более ранних стадиях инвестируют. Но если посмотреть на статистику, то примерно 8 компаний в технологической области превзошли капитализацию в 100 миллиардов. Из них мы проинвестировали в 5. Довольно большой процент. 5/8 – это больше, точно больше половины. Если взять все компании с капитализацией больше 10 миллиардов, то мы проинвестировали примерно в половину из них. Это глобально, то есть, если посмотреть во всем мире. Но ведь все гоняются за этими компаниями. У всех цель в них попасть. Я думаю, что есть, наверное, объективные, есть субъективные причины. В некотором смысле без элемента везения не обошлось. Конечно, если взять эту статистику, то должно быть что-то больше, чем везение. Да, вы знаете, мне кажется, вести не может. Я думаю, что какие-то вещи мы уже обсуждали сегодня. Я думаю, что в значительной мере это такой научно-аналитический подход. Мы постоянно изучаем то, что называется тренды. Скажем, 10 лет назад мы пришли к выводу, что социальные сети – это очень перспективная вещь. И после того, как мы пришли к этому выводу, мы постарались проинвестировать во все социальные сети, которые на тот момент еще были частными компаниями. Потом у нас возникла такая мысль, электронная коммерция. По всему кажется, что это реально будет очень круто лет через 10. И мы постарались проинвестировать во все компании, которые, так сказать, глобально этим занимались. Начиная с компании Alibaba и JD в Китае, компания Flipkart в Индии, Zalando и Farfetch в Европе, Wish в Америке, Rappi в Латинской Америке. То есть вы просто по всем странам берете, кто занимается, кто топ-3? Безусловно, это работает только в случае, если вы чуть-чуть раньше других это увидели. В общем, основная проблема в том, чтобы
на год, на два раньше увидеть какой-то новый тренд и попытаться воспользоваться этим на таком глобальном уровне. Ну, смотрите, для этого еще нужно, чтобы у вас брали деньги и чтобы они у вас были. Ну, или еще, последний могу пример, третий привести. В какой-то момент мы поняли, что интернет станет очень важным в транспортировке людей из точки А в точку Б. То, что называется Uber. Внутри города. Да. И, так сказать, осознав нашу ошибку с Uber, мы проинвестировали в китайский эквивалент Uber. Это компания Didi, индонезийский эквивалент компании Gojek, индийский эквивалент – это компания Ola и так далее. То есть мы как-то стараемся учиться на ошибках. Но поскольку мы являемся глобальным инвестором, то иногда эти ошибки удается исправлять. На самом деле, я думаю, что одним из наших преимуществ также является то, что мы являемся именно глобальным инвестором. И это на самом деле очень непросто сделать. Особенно, если это одна команда людей, которая этим занимается. Мы как-то подсчитали, что если сложить все переезды наших партнеров в течение года, только партнеров, то это будет несколько раз до Луны и обратно. Несколько раз. То есть это такая очень физически интенсивная вещь. Другие фонды, как Sequoia, идут по другому сценарию. Они делают разные фонды. Смотрите, для того, чтобы инвестировать по-крупному, нужно много денег. Вот ваш коллега, так сказать, по деятельности Леонид Богуславский, я с удивлением колоссальным узнала, что он инвестирует вообще свои деньги. А вы привлекаете, насколько я понимаю, партнеров. В основном свои. В основном свои. Привлекаете партнеров, как делает большинство инвесторов. Что нужно, чтобы инвестировать с Юрием Мильнером? Но мы инвестируем примерно $1,5 миллиарда в год на протяжении последних 10 лет. Соответственно, наличие инвесторов неизбежно в нашем случае. По крайней мере, на этом этапе. Исторически нашими первыми инвесторами были российские инвесторы, но это продолжалось только первые 2-3 года в уменьшающейся пропорции. Начиная с 2013 года у нас в основном такие крупные международные институциональные инвесторы, типа, например, суверенных фондов разных стран. А вы назвать никого не можете? Кроме того, плюс к этому еще другая категория людей, другая категория инвесторов – это конкретные люди, которые что-то привносят еще кроме денег в наш бизнес. То есть мы в какой-то момент для себя приняли решение, что в идеале нужно иметь инвесторов, которые что-то еще добавляют, кроме чисто вот финансовой составляющей. В качестве примера могу назвать, допустим, Стэнли Дракенмиллер. Это известный довольно нью-йоркский инвестор в публичные рынки. То есть он направляет так называемым хедж-фондом. Сейчас в основном это просто его деньги. Но это человек, который, может быть, на протяжении многих лет входил в 5, в 10 самых выдающихся инвесторов в публичные рынки. Это, кстати, не ваша тема, как вы говорили. Именно поэтому мы как раз были очень рады пригласить его в качестве инвестора, потому что в силу того, что мы этой экспертизой не обладаем, было бы неплохо, чтобы кто-то из наших инвесторов ей обладал, и можно было периодически с ним поговорить на эту тему. В частности, я с ним встречаюсь примерно раз в 3-4 месяца и задаю ему... Он мне задает много вопросов.
на тему того, чем мы занимаемся, а я ему задаю много вопросов по поводу того, чем он занимается. Потому что, несмотря на то, что у нас нет экспертизы в области публичных рынков, мы же живем не в безвоздушной среде. Публичные рынки в значительной мере определяют наш рынок частных инвестиций, в частности, сейчас. Вот мы для себя разработали такую формулу, как мне кажется, правильную. Если глобально инвестируешь, то должны быть глобальные инвесторы. Для создания такого культурно-исторического контекста, я уже сказал, и понимания местной специфики. Извините, я правильно понимаю, что семья Цукербергов тоже с вами инвестирует? Нет, неправильно. Они вместе с нами инвестируют в неприбыльные проекты. Да. Вот все, что касается науки, вот они там наши партнеры, а в ДСТ нет. А из России вообще кто-нибудь есть? Из России нет, вот с 2013 года никого. Вопрос, сколько объем вот всей этой истории? Вот вы сказали, $1,5 миллиарда в год. Но у вас, я насколько понимаю, сейчас ДСТ 8-й фонд, и действуют еще какие-то предыдущие? 7-й. 7-й. Вот если в деньгах ну, сколько естественно, в предыдущих фондах остались еще какие-то инвестиции, которые не являются публичными компаниями. Например, Airbnb – это инвестиция второго фонда. Такая долгая была. Но у вас охотно берут деньги? Вот, я не знаю, возьмем Airbnb, вот Брайан Чески. Или приходится как-то их уговаривать? Ну, в тот момент, это был 2011 год, пришлось поуговаривать, естественно. То есть слава еще не... Это сделка, которую мы делали совместно с Андрисоном Хоровицем. Они были лид-инвестор, мы второй по размеру. И там нам, в общем, помогли люди, которые нас знали до этого. В данном случае это был такой человек, который очень активно занимался ангельскими инвестициями, который хорошо знал Брайана Чески. Кроме того, это была компания, которая вышла из инкубатора Y Combinator. Что касается Китая, почему нам там удалось построить бренд, это связано с тем, что я начал ездить в Китай, начиная с 2003 года. Еще в рамках Mail.ru. Когда вы все-таки почувствовали, что вы, что называется, ну вот свой парень в долине? Все-таки это довольно, возвращаясь к этой теме, это довольно закрытый клуб. Все-таки это не только Силиконовая долина, это глобальный рынок. Но что касается Силиконовой долины, то в 2011 году мы там купили дом, перевезли семью. Мы довольно активно участвовали в социальной жизни. Причем в некотором смысле способствовали этому. Ну, например, та же научная премия, которую мы учредили, одним из главных элементов ее является церемония. Вот многие журналисты называют эту премию «Научный Оскар». Просто туда приезжают знаменитые актеры, актрисы, там ведущие этой церемонии. Это были Морган Фриман, там Джеймс Корден, Пирс Броснан. Вручали эти премии. Там, не знаю, Дрю Берримор, Камбербэтч, такого рода люди. Мы никому не платим за то, чтобы они это делали. Они как-то по зову души приезжают и делятся своей звездностью с учеными. Только туда такие люди, как Марк Цукерберг, одевают таксидо, поскольку у нас такой протокол. Кроме того, мы построили такой небольшой кинотеатр на 100 человек на нашей территории и довольно часто показываем научные фильмы с научной тематикой для фаундеров
Силиконовой Ну, то есть долины. вы поняли, что нужно жить какой-то такой социальной жизнью, чтобы вас восприняли как человека, а не как какого-то пришельца? Но чтобы стать более понятным. Просто люди, которые родились и выросли в Советском Союзе и в России, они не всегда понятны в западных странах. К ним, в общем, в некоторой степени логично относятся изначально предвзято. И чтобы преодолеть эту предвзятость, нужно прилагать усилия к этому. Просто то, как бизнес строился и развивался в России в 90-х, например, те методы, каким зачастую этот бизнес велся, они не всегда понятны западным бизнесменам. Вначале, конечно, во всех СМИ написали, что breakthrough prize – это нужно для пиара. Но это безусловный пиар, но просто научный пиар. Просто основная идея этой премии состоит в том, чтобы привлечь интерес нашего современного общества глобального к науке и к ученым. Просто не все понимают такую простую вещь, что все технологии и все развитие нашей цивилизации в конечном итоге связано с тем или иным научным открытием, сделанным, может быть, 100 лет назад, или 50, или 20. То есть технология такая производная от науки. Вот эта связь, она для многих людей не очевидна. В качестве примера могу только одну цифру назвать. 25% глобального валового продукта напрямую связано с квантовой механикой. Просто напрямую. Но наша идея с Юлей, с моей женой, состояла в том, что нужно попробовать каким-то образом донести эту мысль, используя в том числе и гламурные технологии. Да. Просто это те вещи, которые людям более понятны. Например, одна из наших целей – это сделать так, чтобы кто-то из ученых стал, что называется, celebrity. Но одним из исторически наиболее успешным примером этого является Альберт Эйнштейн, который, если бы он жил сейчас, был бы в топ-10 Твиттера и Инстаграма наверняка. А что касается современных ученых, то они точно не в топ-200. Ни одного Хокинг, нет. я думаю, был в топ Может что-нибудь. быть, на границе 200. Но точно не первые 100. Диспропорция Наука очевидна. вообще никак не представлена. Но я понимаю, если бы это было представительство, 10%, хорошо. Не 90, ладно, 10. Но это далеко не 10, это какие-то доли 1%. Среди инстаграмеров, например, я думаю, нет ни одного представителя науки. Да, если там в среднего гражданина любой страны спросить, назови имя живущего ученого, то, я думаю, подавляющее большинство затруднится ответить хотя бы одного. Собственно, это мы пытаемся изменить с помощью этой премии, потому что, по идее, уже есть Нобелевская премия, спрашивается, зачем создавать еще, уже один бренд есть. И она ничем не плохая, она хорошо, она признана в мире как некое достижение. Да, нет никаких проблем с Нобелевской премией, за исключением, как мне кажется, одной, а именно она не ведет целенаправленную работу по популяризации как самой науки, так и конкретных ученых. Например, у них там церемония такая очень традиционная. Скажите, а изначально, когда вы только ее стали делать, вам пришлось, грубо говоря, уговаривать того же Цукерберга в ней участвовать? В меньшей степени Цукерберга. Просто люди, у которых инженерный склад ума, инженерное образование, они быстрее все-таки это понимают. И когда Марк Цукерберг и Присцилла Чан учредили
свою благотворительную организацию, которая называется CZI, Chan Zuckerberg Initiative. Они, кроме образования и каких-то других вещей, поставили фактически во главу угла науку тоже. Может быть, в определенной мере это как-то связано с тем, что вот они стали учредителями этой премии сначала. Там тот же Сергей Брин быстро согласился стать спонсором. А какие, например, топ-3 научных открытия, которые вы премировали, которые, грубо говоря, обычные люди должны знать? За последние 20 лет это первая расшифровка генома человека. Это была одна из первых премий, почти 10 лет назад. Из более близкого две женщины, американка и француженка. Француженку зовут Эммануэль Шарпентье, американку зовут Дженнифер Даудна. Они открыли такую технологию под названием CRISPR. Это возможность редактировать геном человека. То есть в любом месте генома делать 2 разреза, вынимать внутреннюю часть и заменять ее на другую. Вот это было фундаментальное научное открытие, которое было примерно 10 лет назад сделано. Это 2. Это 2. И третье – это, можем взять физику. У нас просто 3 премии. Это математика, физика и биология. Из физических премий я бы назвал из недавнего обнаружения гравитационных волн. Это такая, в общем, было серьезное усилие. Потребовались многие годы и строительство огромных сооружений. Но это то предсказание, которое сделал еще Альберт Эйнштейн, которое через 100 лет удалось напрямую верифицировать. А почему важно, что они есть? Как человек с единственной тройкой в аттестате по физике. Это было еще одно подтверждение общей теории относительности Эйнштейна. Хотя существует масса других подтверждений, которые были за последние 100 лет сделаны. Но в значительной мере это открывает еще одно окно по изучению ранней Вселенной, например. То есть Вселенная, как она была в начале? Да. Например, то, что мы можем увидеть с помощью вот этого излучения, видимого или радио, можно отодвинуть очень далеко назад, но когда Вселенной было 300 тысяч лет, вот дальше уже это не проникает. Но это тоже бэби-вселенная. Да, это бэби-вселенная. А вот гравитационные волны, они, если их правильно улавливать, то они рассказывают историю, когда Вселенной было там несколько минут, несколько секунд. То есть вы можете с помощью них узнать, как мы можем все. Как это было? Откуда все пошло. Откуда все пошло. Да. Когда мы узнаем, откуда все пошло? Это же такой непрерывный поступательный процесс. Но вот это открытие, оно открыло вот это новое окно, которое раньше нам было недоступно и которое, в общем, меняет в некотором смысле фигуры на доске, переставляет фигуры на доске и открывает новые экспериментальные возможности изучения ранней Вселенной, а также таких загадочных объектов, как, например, черные дыры. А объясните, почему им Нобелевку не дали? Дали. Дали. А кто был первый, кто второй? Первые были мы. А потом после вас дали Нобелевку? Да. Несколько другим людям. За то же открытие, но несколько другим персонажам. Я правильно понимаю, что еще разница с Нобелевкой в том, что там нужно, так сказать, по совокупности заслуг? То есть нужно стать старым, чтобы тебе дали? В Нобелевской? Да. Нет. Как раз у нас это так, а у них нет.
Нобелевскую премию дают за конкретное одно открытие, но это происходит спустя много лет, потому что очень часто предсказание теоретическое делается в одно время, а чтобы построить огромный ускоритель доказательная часть. стоимостью $20 миллиардов, иногда проходит 40 лет с момента предсказания до момента верификации. А денег где больше, там или здесь? Где? Денег больше у вас или в Нобелевке? У нас в 3 раза больше. В 3 раза больше? Да. У нас одна премия – это $3 миллиона, а Нобелевская примерно 1. Кроме того, у нас премии только за естественные науки. Мне кажется, еще одна проблема Нобелевской премии состоит в том, что если случайного человека на улице спросить, скажи лауреата Нобелевской премии, прежде всего, что он вспомнит, это премия мира. Второе, наверное, это будет премия по литературе. И третье, может быть, по физике. Но, скорее всего, по экономике. Мы решили жестко сосредоточиться только на естественных науках, то есть биология, физика, математика, и, так сказать, никуда больше не распространяться и расширяться. Правда, мы гуманитарии вас проклянут. Правда, мы сделали исключение, но несколько другого характера. Мы учредили такую юношескую премию, тоже ежегодную, за популяризацию науки. То есть это устроено так. Со всего мира люди подают заявку на YouTube. Нужен 3-минутный ролик, который рассказывает популярно про какую-то сложную научную проблему. И у нас, за последние несколько лет, с тех пор, как мы ее запустили, эта премия стала не менее известной, чем Breakthrough. А по опросам наш бренд, который Breakthrough, уже на 2-м месте после Нобелевской премии, если делать опрос. Пока что. Но у них было 100 лет, чтобы выстроить бренд, а мы только начали. Так вот эта юношеская премия, она стала очень популярной. Фактически, для чего мы это все затевали? Чтобы, например, на конкретных примерах, в тех же школах, например, чтобы люди видели, что эти научные гики, которые всегда сидят на последних партах и наименее популярные в классе, с которыми мало кто хочет общаться, чтобы они все видели, что на самом деле на них-то как раз и надо обратить внимание. Я понимаю, что мы идем против цунами, но я также понимаю, что это надо делать. Потому что если фундаментальная наука не будет пользоваться никакой популярностью, то в силу того, что в демократических странах бюджеты распределяются фактически по желанию людей в конечном итоге. Опосредованно, но... они выбирают своих представителей, представители утверждают бюджет. То я думаю, что если так будет продолжаться, и этот отрыв науки от масс будет усиливаться, то в конечном итоге фундаментальная наука вообще никак не будет финансироваться государствами. Потому что государство является основным источником именно фундаментальной, именно финансирования фундаментальной науки. Меня, кстати, совершенно не беспокоит прикладная наука, потому что там достаточно корпоративных и частных источников. Но фундаментальная наука, которая не заточена на прибыль вообще никак, а просто на познание Вселенной, но которая в конечном итоге, даже через 100 лет, все равно приводит к технологиям, и кому-то удается на этом заработать. Например, Максвеллу не удалось заработать на радиоволнах, а Маркони и Попову удалось. Все равно в конечном итоге каким-то образом это становится бизнесом. Но эту связь, главное не потерять, между фундаментальным исследованием и практическими применениями. А вы считаете, что не филантропия, а именно государство должно
финансировать эти фундаментальные вещи? Ну, в некотором смысле фундаментальная наука и технологии – ответ на какие-то экзистенциальные вопросы. Но исторически именно фундаментальную науку финансировали государства в силу масштабов. Например, чтобы построить следующий ускоритель, нужно, допустим, не знаю, $40 миллиардов. А этот ускоритель надо построить, потому что тот, который уже есть вот в ЦЕРНе... Это для нейтринов? В ЦЕРНе. Он уже, в общем, на пределе своих возможностей работает. Но вот как убедить общественность, что нужно потратить 40 миллиардов на строительство такой дырки в Земле радиусом 100 километров, в которой нужно разгонять элементарные частицы там, до скоростей, близких к свету и так далее. Ну вот это тяжелая вещь. И как убедить? Мне кажется, надо по-всякому. То есть вот все идеи на тему того, как убедить, надо использовать. Но наша идея стала в том, что надо попытаться гламуризировать науку, попробовать таким образом донести эту идею. Вам на сколько денег хватит на эту премию? Но мы уже вместе с нашими коллегами, коспонсорами потратили примерно 300 миллионов. И это за 8... Да, за 8 лет? За 8 лет. Ну вот примерно в этом темпе, я думаю, оно и будет. Пока все спонсоры финансируют на уровне в среднем 3-летних обязательств. Но ваш коммит навечно. Ну, хотелось бы, чтобы это продолжалось. Хотелось бы, да. Вы планируете, думаю, вы планируете всегда финансировать? Может быть, через какое-то количество лет, если этот проект... Понимаете, любой успешный проект, он в конечном итоге продолжается, так или иначе. Если, так сказать, мировая общественность будет воспринимать это как нужную вещь, то тем или иным образом он будет финансироваться. Сколько для этого нужно времени, чтобы вывести этот проект на этот уровень, я не знаю. Может быть, 10 лет, может, 20. Но если люди поймут, что это нужно, то каким-то образом это будет продолжаться. У вас еще один удивительный, на мой взгляд, нон-профит проект существует, который просто, зажигает деньги и никогда их не сможет зарабатывать. Это космос. Причем, это его самая, наверное, интересная, с одной стороны, с другой стороны, самая безумная история про поиск жизни в космосе. Космос как предчувствие. Идея, конечно, не новая, но масштаб ее осуществления, вероятно, беспрецедентный. Сама идея возникла примерно 60 лет назад, но это было моей мечтой прямо вот с детства. Поиск внеземных цивилизаций. Да, примерно в 10-летнем, может быть, возрасте я прочитал книгу такого физика по имени Шкловский, которая называется «Вселенная, жизнь, разум». И с тех пор мне казалось, что это один из тех экзистенциальных вопросов, на которые наша цивилизация должна в конечном итоге получить ответ, тот или иной. То есть одни или не одни? Да. Любой. Намного проще было бы получить ответ «да, мы не одни», поскольку он является четким и однозначным. Тот факт, что мы не одни, займет больше времени, поскольку всегда останется надежда, что, может быть, мы не там смотрим, не так смотрим. Но получить тот или иной ответ было бы, мне кажется, крайне полезно для всей нашей цивилизации. Почему? Поскольку если мы одни во Вселенной, мыслящие существа, которые могут вообще что-либо понять про Вселенную, которая нас родила, то это значит, что на нас лежит гигантская ответственность
продолжать себя, перестать заниматься всякой ерундой. Если взять всю историю людей, которая примерно 50-100 тысяч лет составляет, то мы так в среднем продвигались на 1 километр в год, осваивая новую территорию. Но вот это движение, мне кажется, должно продолжаться. Мы должны продолжать более 7-мильными шагами осваивать Вселенную. За последние 10 лет стало понятно, что планеты, на которых может существовать жизнь во Вселенной, намного более распространены, чем мы раньше думали. Как часто То они есть распространены? Только в нашей галактике под названием Млечный Путь находится примерно 100 миллиардов планет, примерно таких, как Земля. Примерно такого же размера, с возможностью океанов и жидкой воды на поверхности. 100 миллиардов в одной галактике под названием Млечный Путь. По самым последним оценкам, всего во Вселенной примерно 100 миллиардов галактик, поэтому нужно умножить 100 миллиардов на 100 миллиардов и... Я даже не знаю, как это число называется. Есть название? Получим 10 в 18 степени потенциальных мест, где могла бы существовать жизнь. Как это делает более вероятным, мне кажется. Поэтому вся история науки подталкивает нас к гипотезе, что, наверное, мы все-таки не одни. Хотя у нас нет доказательств, но статистика на стороне все-таки этой гипотезы. И если мы не одни, то есть вероятность, что вот те, которые не мы, они тоже построят цивилизацию с помощью тех же самых технологий, потому что технологии принципиально не могут быть другими в силу того, что законы физики одинаковые здесь и там. Ну, в какой-то момент одной Вселенной. в рамках одной планеты. В рамках одной Вселенной, да. Законы физики одинаковы во всей нашей Вселенной. И в какой-то момент они тоже обнаружить должны были у себя радиоволны. В какой-то момент они должны были построить свои лазеры. И это те инструменты, с помощью которых можно коммуницировать в космосе на больших расстояниях. Но подождите, для этого у них должно быть, у них должен быть разум и сознание. Вот разум и сознание – это, скорее такая философская категория, биологическая. Если считать, что разум в каком-то определении помогает строить технологии, то, собственно, это определение и есть то, которым жизнь можно воспользоваться. Жизнь может быть и без разума. Может быть. Но... Бактерии – это же тоже жизнь. Да. Но, как мы знаем, разум дает определенное конкурентное преимущество. Поэтому, поскольку эволюция всегда развивается в сторону усиления конкурентных преимуществ, то на каком-то проценте тех планет, где есть какая-то жизнь, наверное, есть разумная жизнь. Если есть разумная жизнь, то наверняка есть небольшой процент людей, которые очень любопытны, которые начинают пытаться все объяснить и тем самым способствовать строительству технологий. И поскольку есть такие замечательные физические объекты, как фотоны, это вот частицы света, или радиоволны, тоже фотоны, это идеальный объект для коммуникации, поскольку их очень дешево производить, и они распространяются на очень большие расстояния. Поэтому наш проект состоит в том, чтобы арендовать в самых крупных радиотелескопах мира примерно четверть времени и направить эти возможности на поиск сигналов, которые идут не от какого-то источника на нашей планете, а откуда-то извне. Причем примерно месяц назад у нас появился первый серьезный кандидат на такой сигнал, событие, которое обсуждалось в прессе. Впервые за много-много лет появился реально серьезный кандидат
для которого у нас нет никакого разумного объяснения, откуда бы он мог взяться на нашей планете. Потому что первые исследователи этих сигналов, они как бы попадались на такие легкие шутки, типа, если кто-то открывал микроволновую печь там, на расстоянии многих километров, то вот это засекалось как некий потенциальный сигнал. Но поскольку этим люди уже занимаются примерно 60 лет, у нас уже огромный опыт в отсечении всех шумовых помех. И вот есть этот сигнал, который пришел примерно в конце апреля 2019 года. Он пришел к нам с самой ближайшей к нам звезды под названием Проксима Центавра. Вот буквально с этого направления. Поэтому его засек радиотелескоп, который в Австралии находится. И также известно, что у этой звезды, которая называется Проксима Центавра, есть планета, которая называется Проксима b, которая примерно такого же размера, как Земля, и где тоже возможно присутствие воды на поверхности в некоторых регионах этой планеты. Поэтому у этого сигнала есть много всего подозрительного и заставляющего серьезно заняться его изучением, чем, собственно, сейчас многие ученые занимаются. Ну, подождите, то есть давайте, вот вы описали, что планета есть, то есть есть откуда и, возможно, есть кому посылать. Да. Вообще, какова вероятность того, что это не шумовой сигнал? Ну, я оцениваю эту вероятность как меньше 1% все-таки, потому что есть определенные соображения, что на этой планете вряд ли может существовать жизнь в силу там, сложных технических причин. И кроме того, мы еще, так сказать, продолжаем исследовать все возможные шумовые источники. То есть все-таки не все еще? Не все, да. Но, тем не менее, этот сигнал получил свое название, он называется BLC-1, Breakthrough Listen Candidate 1. Он является, за всю историю исследований 60-летнюю, может быть, одним из двух наиболее подозрительных кандидатов на то, что это реально сигналы внеземной цивилизации. Но независимо от того, какова судьба этого сигнала, кстати говоря, этот сигнал приходит примерно с того же направления, где находится планета Пандора, которая описана в фильме «Аватар» у режиссера Джеймса Кэмерона. Этот проект, как ни странно, на протяжении 60 лет финансировали в основном люди из Силиконовой долины. Серьезно? Одним из первых был основатель компании Intel Гордон Мур. Вскоре к нему присоединился Packard, который основал компанию HP. Буква «П» присоединилась. Последним, кто, так сказать, финансировал этот проект до того, как мы стали это делать, был Пол Аллен, сооснователь компании Microsoft. То есть это всегда очень небольшое количество людей, но важно, чтобы эта нить не прерывалась, чтобы какое-то количество финансирования шло на эти цели, шло на такие цели. Ну вот, в частности, мы объявили, что мы инвестируем $100 миллионов в течение 10 лет в этот проект, и уже 5 лет прошло, осталось еще 5. Но, надеюсь, мы и дальше продолжим. Знаете, вот мне интересно, а для вас вопрос славы здесь имеет значение? Для вас лично? Потому что, вот смотрите, еще один известный человек, наверное, самый известный в мире человек, Илон Маск.
занимается космосом, но в гораздо более узком и практическом смысле. Да. Он занимается экспансией людей на конкретные планеты. Внутри Солнечной системы. Да. И, возможно, даже его проект когда-нибудь, ну, я не знаю, окупится, может быть. Вся слава будет у него. Безусловно, я очень счастлив, что есть такой человек, как Илон Маск, который в рамках SpaceX осуществляет свою детскую мечту. Это его детская мечта? Просто его... Так получилось, что я его хорошо знаю. Мы с ним вели разговоры на эти темы. Да, это тоже детская мечта. И у вас? И у меня тоже. Говоря про Илон Маск и его славу, я считаю, что это вполне заслуженно. Могу привести один личный пример. Я уже говорил, что мы организуем просмотры фильмов научных у нас дома. И вот однажды, по-моему, это был фильм художественный про Стивена Хокинга. Илон Маск там присутствовал, и в какой-то момент у нас отключился проектор в кинозале. И все сидели, так сказать, в полной растерянности. А единственный человек, который встал, пошел чинить проектор, это был Илон Маск. И, значит, через 5 минут у нас кино возобновилось. Он сел на свое место. Ну, понятное дело... из самых страстных, из замотивированных и продвинутых фаундеров, которые присутствовали в комнате, Илон Маск оказался самым решительным. Самым решительным и самым практически, так сказать, подкованным. Да. Вот. Может быть, вам объединить ваши Понятное усилия? дело, что такой человек заслуживает всяческих похвал. Кроме того, я должен сказать, что у нас с ним нет вообще никакой конкуренции, поскольку наш проект космический, который называется Starshot, это еще один проект неприбыльный, который мы финансируем. Первая фаза этого проекта займет тоже $100 миллионов и тоже займет примерно 10 лет. Это фаза такая инженерных разработок. Это проект такой намного более отдаленный по времени, но все-таки о котором надо уже сейчас думать, это возможность межзвездных перелетов. То есть вот Илон Маск, Джефф Безос сосредоточен в основном на околоземном пространстве, Илон Маск на других планетах нашей Солнечной системы, а мы сфокусировались на межзвездных перелетах. Ну вот если когда-нибудь что-нибудь полетит на Альфа Центавру, то есть вероятность, что это будут именно те технологии, которые мы сейчас разрабатываем. Это парус, насколько я помню. Да, Я это технология такого солнечного паруса. В некотором смысле это возврат к тому способу передвижения, который был очень распространен у нас пару сотен лет назад. То есть вот двигаться на большие расстояния можно было только с помощью паруса. Плюс парус состоит в том, что здесь не нужно возить с собой топливо. А в космических перелетах есть такая вещь, которая называется уравнение Циолковского, из которой следует, что основной вес ракеты – это топливо. Любой ракеты. А полезный груз – это там 1%, может быть, от всего веса. То есть вы можете сделать его очень легким. А вот если избавиться от топлива, то можно сделать космический корабль очень легким. В нашем случае тот проект, который мы сейчас активно финансируем, это космический корабль весом несколько грамм, но который может лететь очень быстро, со скоростью от 10 до 20% от скорости света. И именно такая скорость позволит долететь до Альфа Центавры за 20 лет. То есть сначала инженерная, а потом еще 20 лет лететь? Нет, сначала инженерная, потом строительство, потом лететь 20 лет.
Он же вот маленький. Я думаю, что есть вероятность... Вы имеете в виду размер? Да. Нет, ну такой. Еще меньше? Да. Вот такой примерно. Вот. И я думаю, что в 21 веке есть вероятность осуществить этот проект. Достигнуть звезды другой. Да. Но там надо преодолеть массу инженерных проблем, в том числе ценовой параметр. Нужно, чтобы цены на некоторые компоненты этого инженерного сооружения, которое разгоняет космический корабль с помощью паруса, чтобы некоторые компоненты понизили в стоимости примерно в 100 раз. Пока что это было бы очень дорого, если сейчас это делать. Но я думаю, что в пределах ближайших 100 лет это осуществимая вещь. Но когда-то надо начинать. Просто многие люди, которые начинали строить храм в средние века, они точно знали, что достраивать будут другие поколения. Там Миланский собор 700 лет строили. Главное – это движение. Я правильно понимаю, что этот проект вдохновлен был Хокингом, в частности? Да, это правда. Мы обсуждали с ним и этот проект, и проект поиска внеземных цивилизаций тоже. Он был большим энтузиастом и того, и другого. А вы же с Хокингом как-то знакомы задолго до того, как вы даже инвестором. С Хокингом мы знакомы с тех времен, когда я работал в физическом институте Академии наук. Мы познакомились в 1986 году. Но не то, что мы близко познакомились, просто у меня была возможность увидеть своего кумира на небольшом расстоянии. Он был уже кумиром? Ну, конечно. Он уже тогда был выдающимся ученым. И вообще мне повезло работать в одном отделе с гениальными учеными, как, например, Андрей Сахаров. А как вы с Сахаровым пересеклись? Который в 1986 году, как раз когда был в ФИАНе, вернулся из Горького и стал работать в том же отделе, в котором он продолжал работать все время, даже пока был в ссылке. А какая у вас была проблематика? Моя Да, личная. над чем вы работали? Элементарные частицы и в более узком определении квантовая хромодинамика. Это такая область, которая занимается изучением кварков и глюонов. Почему вы не стали диссертацию защищать? Ну вот возникла, Соблазн. в том числе и под влиянием этих гениальных личностей, которые я мог воочию наблюдать, возникло понимание, что не удастся, наверное, мне достичь вершин в этой области. А это та область, где до вершин доходят немногие, ну, как, собственно, и в любой другой. Удивительным образом, один из ученых в том же самом теоретическом отделе, Андрей Линде, получил нашу премию несколько лет назад за так называемую теорию инфляции. Тоже физик. И тоже это про ранний космос. Да, это не то инфляция. Это физическое явление под названием инфляция. Ну, то есть выходит, что вы вернулись в тему, просто с другой стороны. Да. Я думаю, что это возврат в ту же точку, как я надеюсь, по спирали, все-таки двигаясь. В общем, то, чем я всегда хотел заниматься, удивительным образом возникла возможность этим заниматься сейчас. У меня была история, когда мне было 15 лет, и когда я был на подъеме своего энтузиазма научного. Меня представили одному выдающемуся ученому, который через 5 минут мне сказал... Ну, меня представили как некого вундеркинда. Дарование. Да, молодое дарование. Вот как Пушкин Державину. В моем случае Державин сказал, что вам не надо туда идти, не надо заниматься наукой. Более-менее уже понятно, что вы не потянете. Может быть, это был абьюз? Я подумал, что это абьюз, и не поверил ему, и, так сказать, продолжил свой путь. И
следующие 15 лет занимался тем, чтобы... Доказать. Да, но в конечном итоге я понял, что так не получится. И оказалось, что мой Державин был прав. Не надо было. Хотя, как я сейчас понимаю, вот эти навыки, о которых мы говорили в самом начале, а именно способность к такому анализу из изначальных фундаментальных принципов и также некоторая способность к вычислениям и анализу цифр в моем случае идет именно оттуда. Я знаю, что вы задумали книгу. У вас есть одна, но она по инвестированию. Это, собственно, история приватизации «Красный Октябрь». Да, не приватизации, правда, а попытки купить «Красный Октябрь» с помощью механизма тендерного предложения. Это была первая попытка в России купить объект именно таким образом. Хотя идея на самом деле была правильная, потому что, как показали дальнейшие события, кондитерской фабрики там быть не должно, вот конкретно в этом месте. Но вы сейчас же не книгу по инвестированию пишете. Сейчас я пишу книгу про то, нужно ли нашей земной цивилизации иметь общую миссию, некий общий замысел. Я делаю экстраполяцию из бизнес-практик, в том числе и собственных. Все успешные компании, в которые мы инвестировали, у них была четкая и понятная миссия. То, что вот называется mission statement. Например, у компании Google миссия стоит в организации, глобальной организации информации и доступности этой информации для любого человека бесплатно. Очень понятная, четкая, зримая и успешная миссия. Если взять, допустим, Facebook, у них миссия объединения людей и предоставления каждому возможности высказаться и быть услышанным. Тоже четкая, понятная миссия, потому что очень важно для сотрудников любой успешной компании иметь мотивацию, отличную от денежной. Но какая тогда миссия у человечества? Я думаю, что по этой теме могут быть разные мнения, в том числе и мнение, а может быть, вообще нам не нужна миссия. Но я в этой книге хочу аргументировать, что, во-первых, нужна, а во-вторых, предложу свой вариант mission statement. Вы можете хотя бы намекнуть? Я постараюсь эту книгу сделать очень короткой, чтобы ее можно было реально прочитать за час. Предлагаю подождать еще несколько месяцев. Я попытаюсь доказать, что эта миссия была уже заложена в некотором смысле в момент появления жизни, даже неразумной. То есть вот в момент появления первой бактерии миссия уже была. Блиц. Дорого, быстро и хорошо. Можно выбрать 2 из 3. Я думаю, что быстро. Ваш герой – Илон Маск, Цукерберг или Джек Ма? Все 3. Сложный для вас вопрос следующий. Хокинг или Эйнштейн? Это очень простой вопрос. Конечно же, оба мои герои. Портреты обоих висели в свое время в некоторых комнатах. Если говорить про тройку самых выдающихся ученых всех времен и народов, то, конечно, Эйнштейн туда входит. Но если говорить про достижения Хокинга, то это феноменальный успех с поправкой на его медицинскую ситуацию.
Ноам Хомский или Роберт Сапольский? Мне трудно сказать, но я, наверное, недостаточно глубоко знаком с тематикой, чтобы ответить на этот вопрос. Ваше идеальное место для жизни? Мое идеальное место для жизни – это там, где есть быстрый интернет. Честно. Это, кстати, не всегда, может быть, относится к Кремниевой долине. Не всегда. Там бывает сбоит местами. В моем случае это всегда такой нетривиальный вопрос с временными зонами. Как сделать так, чтобы находиться в таком месте, где можно общаться в течение дня и с Китаем, и с Европой, и с Америкой. Если бы вы могли изменить одну вещь в жизни, то какую? Я думаю, что быстрее осознать, что из меня не получится Хокинга и Ландау, и на несколько лет раньше, может быть, начать заниматься бизнесом. Что бы это изменило? Не знаю. Риск или продуманная стратегия? Ну, и то, и другое, я думаю. Продуманный риск? В идеале, да. Так редко получается, потому что это, наверное, противоречивые вещи. Как редко получается? У вас все время это получается. Это постоянная ежедневная паранойя на тему и рефлексия на тему, правильно ли мы делаем что-то. Ну, потому что сначала никогда не понятно. Так бы я бы не подумала, что есть рефлексии, так и сомнения. Ну и последнее. Хотели бы ли вы, чтобы о вас написали книгу? Если да, то кто был бы автором? К счастью, мне удалось отказываться. Пока что мне предлагали пару раз это сделать, но мне хватило ума от этого отказаться. То есть вы не хотите? Я бы не хотел, чтобы сейчас кто-то писал книгу. А предлагали разные журналистские организации? Да. Спасибо за это время, Спасибо за вам. этот разговор.